Ола, амигосы! Как уехать рожать в Аргентину в 2025 году? Хотите, чтобы ваш ребенок сразу получил гражданство, а вы ПМЖ? Тогда Аргентина один из самых доступных вариантов. И мы выбрали именно его. Как сюда переехать, что нужно для родов и какие документы вам понадобятся, сейчас расскажу. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарий. Еще раз приветствую, меня зовут Вася, и я вместе с женой переехал в Аргентину из Чехии. Так что хочу поделиться личным опытом о переезде и о том, какие документы мы готовили. Давайте начнем с самого главного. Почему вообще люди уезжают из России и переезжают в Аргентину? Ну, например, в России война, санкции, брендов нет, перелеты дорогие, пересадки, визы надо делать, а визы еще не все дают. Жизнь в России – это квест с непредсказуемым финалом. И логично, что кто-то хочет выбрать размеренную и красивую жизнь в Аргентине или в Европе с аргентинским паспортом. Ну а если вы думаете о будущем ребенка, то с аргентинским паспортом он спокойно сможет путешествовать и жить в разных странах мира. Аргентинский паспорт на 17 месте по возможности въезда в страны без виз или с электронными визами. Из плюсов. В Аргентину попасть просто. Никаких виз россиянам сюда не нужно, только загранпаспорт и обратный билет. Да-да, именно обратный, хотя никто вас отсюда выгонять не будет, да и то обратный билет не всегда могут спросить. Но для родов и оформления документов есть, конечно, некоторые нюансы. Для самих родов ничего сверхъестественного не нужно, но лучше взять с собой все скрининги, анализы, медицинские документы, которые есть у вас на руках. Это будет точно не лишним. В частных клиниках могут попросить дополнительные справки, но даже если чего-то не будет, вас не развернут, а просто попросят сделать местный вариант этого документа. Единственный момент, который нужно держать в голове: если вы летите после 28-й недели беременности, авиакомпания может попросить справку. В разных авиакомпаниях эту справку спрашивают или не спрашивают. Например, мы летели из Мадрида в Буэнос-Айрес компанией Iberia, и у нас не спросили ни одного документа. Но Катар, Turkish, они могут спрашивать. Изучайте актуальные правила на сайтах авиаперевозчиков. Во многом все зависит от авиаперевозчика и вашей точки вылета. У россиян, например, чаще спрашивают справки, а у тех, кто летит из Европы, намного реже. Но лучше перестраховаться. После родов начинается бюрократический квест. Все как всегда, это Аргентина. Сначала оформляется свидетельство о рождении. Оно оформляется прямо в госпитале. Для этого вам нужен судебный переводчик и 2 копии паспорта, вашего обычного заграничного паспорта. Потом можно подать на DNI ребенка и загранпаспорт. DNI – это документ, карточка ПМЖ. Ребенка сфотографируют, возьмут отпечатки пальцев, возьмут свидетельство о рождении, ваши загранпаспорта, вы подождете 3 недели, и все, в общем-то, готово. Ну а дальше самое интересное – получение ПМЖ и гражданства для родителей. Но об этом я расскажу в следующем видео, так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Если остались вопросы, пишите в комментариях, я обязательно на все отвечу и расскажу, что знаю. До новых встреч в следующем видео. Пока-пока!